Всем привет! С вами канал Напряги извилины. И сегодня у нас 5 новых интересных загадок, головоломок. Как всегда, на смекалку, на сообразительность, ну и обязательно на внимательность. Вот. Ну и перейдем к первой загадке. Перед вами треугольник, ну неважно какой, равнобедренный или какой-то другой, ну и также лупа. И вопрос заключается в том, что не может увеличить лупа в треугольнике. Вот. Что не может увеличить лупа в треугольнике. Ну и пока вы думаете, мы перейдем ко второму вопросу. Вот. Перед вами известные личности. Это Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир, Людвиг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт и Нерон. Ну, надеюсь, всем известные личности. А вопрос такой. Кто из них принципиально отличается от других? То есть, кто из них принципиально отличается от всех остальных? Думайте, пишите варианты ответов в комментарии. А мы перейдем к третьей загадке. Вот такой кораблик. Ну, здесь он на воде. Лестница. Ну, условия задачи такие. Рядом с берегом стоит корабль со спущенной на воду веревочной лестницей. Ну, представим, что он стоит на берегу, около берега корабль, значит, со спущенной на воду веревочной лестницей, которая имеет 10 ступенек. Ну, здесь их чуть меньше, а так их 10 ступенек. Расстояние между ними, между ступеньками, 30 сантиметров. Самая нижняя ступенька касается поверхности воды. Океан сегодня очень спокойный, но начинается прилив, который поднимает воду за час на 15 сантиметров. Через сколько часов покроется водой третья ступенька веревочной лестницы? Вот. По всей видимости, математическая задачка. Ну а мы пока переходим к загадке номер 4. Вот. И она звучит таким образом. Диаметр глубокого круглого озера, ну вот оно озеро круглое, совсем круглое, равен 200 метров. Посередине озера находится остров. Ну вот он желтенький остров, ну, наверное, песчаный. На острове растет дерево. Ну вот оно растет здесь прямо посерединке. На берегу также есть дерево. Вот оно. Человек хочет попасть с берега на остров. Плавать он не умеет. Но у него есть веревка длиною немного более 200 метров. Как человеку попасть на остров с помощью веревки? Ну, вот человек, видимо, находится рядом с деревом, у него есть веревка. Как ему попасть с берега на этот остров? Плавать он не умеет. Ну и пятая загадка. Это Анатолий Вассерман. Кто не знает. У Анатолия лежат 2 монеты в кармане на общую сумму 15 центов. Одна из них не пятак. Что это за монеты? Ну вот в каком кармане лежат монеты, мы не знаем. Знает только Анатолий. Вот такие вот 5 задачек. Думайте, пишите свои варианты ответов в комментарии. В комментариях всегда очень интересно почитать, кто первый догадался. Ну а мы пока перейдем к ответам. Можете поставить видео на паузу, подумать. Итак, первый вопрос был, что не может увеличить лупа в треугольнике?
Что не может увеличить лупа в треугольнике? А лупа не может увеличить в треугольнике углы. Вот треугольник она может увеличить, а величину углов она не увеличит. Вот такой вот ответ. Так, и ответ на вторую загадку. Ну, напоминаю, что перед вами известные личности. Это Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир, Людвиг ван Бетховен, да, Наполеон Бонапарт и Нерон. И кто из них принципиально отличается друг от друга? А ответ такой, что это Шерлок Холмс, так как он вымышленный персонаж, а все остальные были настоящими людьми, то есть жили настоящие личности. А Шерлок Холмс – вымышленный персонаж. Так, и третья загадка. Значит, у нас рядом с берегом стоит корабль со спущенной на воду веревочной лестницей, который имеет 10 ступенек. Расстояние между ними 30 сантиметров. Самая нижняя ступенька касается поверхности воды. Океан сегодня спокойный, но начинается прилив, который поднимает воду за час на 15 сантиметров. Через сколько часов покроется водой третья ступенька веревочной лестницы? Ответ такой. Вода никогда не покроет третьей ступеньки, поскольку вместе с водой подымутся и корабль, и лестница. Вот такой вот ответ простой. Ну, здесь загадка в том, что пичкают разными цифрами, и таким образом немножко отвлекаешься от реальности, и вроде думаешь, что это математическая загадка, да, начинаешь считать, что-то подсчитывать, придумывать какую-то формулу, а на самом деле да, ну, вода вытесняет корабль, также вместе с кораблем поднимается лестница, и, соответственно, вода никогда не покроет третьей ступеньки. Вот так вот. Ну и четвертый вопрос. Да, у нас есть озеро, диаметр которого 200 метров. Посередине островок, на котором растет дерево посерединке. И есть также на берегу одно дерево. Ну и человек с веревкой, которому надо с помощью веревки перебраться на островок. Что же тут надо делать? Ответ такой. Человек может привязать один конец веревки к дереву на берегу. Соответственно, сюда он привязывает. Затем человек должен обойти, держа веревку за другой конец, обойти вокруг озера, так как длина веревки позволяет ему это сделать. Диаметр озера 200 метров, а веревка, как было сказано в условиях, немного длиннее, чем 200 метров. А затем он привязывает второй конец веревки, который держал в руках, к этому же дереву. И таким образом между деревьями получается натянута двойная веревка, по которой он может перебраться на этот островок. Вот такой вот ответ. Ну и пятая загадка про Анатолия Вассермана с кучей карманов. В кармане у Анатолия лежат две монетки на общую сумму 15 центов. Одна из них не пятак. Что же это за монеты? Ответ простой. Это и 5 центов, и 10 центов. Почему? Потому что было сказано в условии, что одна из них не пятак. Ну, соответственно, вторая же может быть пятаком. Да? Ну, а так как 15 центов, то вторая должна быть 10. Вот так вот. В каком кармане лежат, это уже не важно. Вот такие были задачки сегодня.
Обязательно пишите комментарии, ставьте лайк под видео. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Впереди еще очень много интересных загадок, головоломок. Большое всем спасибо. Пока-пока.